Есть практика такая. Представляйте сына, представляйте себя. И представляете, будто между вашим сыном и вами на уровне сердца есть трубочка. И эту трубочку, которая между вами, нагреваете. Или второй вариант, запускаете кровь, берете мысленно, представляете, будто кровь вашего ребенка соединяется с вашей кровью через голову и через ноги. И эту кровь вы циркулируете. Если хотите, чтобы он вас обожал, то циркулируйте так, что его кровь поступает к вам. Если хотите, чтобы вы его больше обожали, то ваша кровь к нему. Таким образом, первый раз в своей жизни я провела такое голодание. Один день я не ела и старалась не пить, но ей можно, она худая. И после этого у меня начали заказы. Андрей Ильич, как это работает? Ну вот, оно вот так работает. То есть не получается, потому что есть долг. И долг, который нужно выплатить в виде страдания. То есть вы создавали страдания у кого-то, и те люди, у которых вы создавали страдания, они об этом помнят и хотят, чтобы вы им вернули долг. И вот этот долг мешает вам быть богатым человеком или успешным и так далее. Ну и вот необходимо отдать вот таким стенаниям. Я когда-то говорил, желание исполняется в виде, если человек производит стенания в своей жизни, которое проявляется в виде голода, это могут быть тяжелые физические упражнения, это может быть боль какая-либо. И второй вариант это радостью, то есть тотальная радость, но это гораздо сложнее. Обычно в случае, если женщина пишет о том, что радости нет, ничего не радует, ничего не печалит, это говорит о том, что она чуть-чуть разлюбила себя. Нужно каждое утро произносить себе слова. Ты самая красивая, самая офигенная, ты мне так нравишься, это мои ручки, мои ножки, ты мое солнышко. Начните чуть-чуть заниматься физическими упражнениями, потому что любая физика снижает количество эстрадиола, тестостерона, также помогает увеличить прогестерон, дофамин. И это все, в общем-то, очень хорошо. Меньше кушайте сладкое, дышите по методу Патрула-Далкара, вернете утраченную радость. Ее у вас никто не украл. Советуйте, что делать, чтобы сын поскорее женился. Каждое утро представляете, будто там, где его пуп, вы видите бублик золотой, который светится, как солнце. Тогда быстро выйдет замуж. А в других местах проблемы нет. Много раз очищали дом энергетически, но ничего не меняется. Сон исчезает. Можно здесь как-то помочь нам. Спасибо огромное. Можно. Необходимо той энергии, которая вам мешает, дать имя. Сказать, нарекаю тебя, и дальше сказать именем там Петя, Сережа и так далее. Поставить где-то блюдце с молочком и какое-то время вложить туда молочко и его смывать. После этого сказать, зайти в чулан и сказать, с этого момента я приглашаю, чтобы ты здесь находился и служил мне, и не мешал нам. И после этого в блюдце, с которого вы кормили, положить сверху серебряную монету. Дух, который вам мешает, будет находиться под серебряной монетой на этой тарелочке. И уже с этого места из чулана не уйдет. После этого какое-то время это должно находиться, там год или там несколько месяцев, потом можно эту серебряную монету убрать, дух жить с вами больше не пробует эвакуироваться из Херсона, хотят выехать автобусом во вторник, очень волнуются, получится ли выехать, там опять очень опасно. Получится выехать, пусть выезжают, пусть представляют, будто между тем местом, где находятся они, откуда выезжают, и тем местом, где должны приехать или куда должны приехать, представить абсолютно белую дорогу, которая светится белым. И это называется выстроить белую дорогу, эзотерическая практика, я ее даю на первой ступени школы Кайлас. Также можно представить, будто в тот момент, когда вас останавливают и допрашивают, всегда представлять, будто вы мысленно показываете этому человеку дулю, вместо вашей головы тоже дуля. Также мысленно всегда материте тех людей, которые вас останавливают. Так блокпосты будут вас пропускать. Это красный цвет. Красные четки являются четками, защищающими человека. Является красный цвет, это цвет всех проявлений красных божеств. Допустим, если вы читаете мантру Ганапати, Ом Ганапати Намаха, то проявляется образ уже Ганеши, но который не имеет светлый цвет, привлекающий деньги, а цвет имеет красный, защищающий ваш бизнес. Если мантру Ом Мани Падме Хум, то тогда врагов уничтожает. Если мантру Ом Таре Тутаре, то тогда проявляется разрушение всех, кто является теми людьми или теми энергиями, которые мешают семье совместно жить хорошо. То есть там, если читать Ом Таре Тутаре, читать на семью или там мантру, допустим,
Намо сарва татагатанам, кири-кири, муру-муру, коруне читам, отпадая, бхагавати сарва пхаймина сайсоха. Допустим, если читать такую мантру, то она обычной жизни соединит всех в семье и сделает так, чтобы все в семье друг друга обожали. А если читать на красные четки вот такие, то тогда уберет все препятствия, любовниц, там, я не знаю, блуд какой-нибудь, омрачение, что-либо еще, что мешает семье быть вместе. Вот есть мантра Ом Катеви Катероса Грасамани Соха, она объединяет всю семью. Но так бывает, что в семье появляется кто-то, кто плохо относится, и там к детям плохо относится, к вам хорошо, и вы не можете выгнать человека. Ну, вот такое бывает. Или есть какая-нибудь третья сила, которая влияет на семью так, чтобы в семье там скандалы получались и так далее. Так вот, чтобы все помирились, хорошо читать на любые четки. А для того, чтобы убрать вот такого негодяя, который вредит семье, то читать мантру Мкатеви Катероса Грасамани Соха лучше вот на такие четки. Часто просыпается вечером с криками, это может быть у детей еще и испугом. Каким образом выводится испуг? Берете яйцо куриное, крест-накрест, сначала вокруг груди, спины под мышками, потом вокруг головы, потом яйцо разбиваете в водичку со словами «Господи, прости», выливаете в унитаз. Вот таким образом испуг убирается. Читать молитву или мантру никакую грудным детям не нужно. Обычно должна сделать бабушка. Второй вариант. Берется подол, на который женщина писает, после этого этим подолом вытирает ребенку лицо и тело. После этого не смывают и в течение суток, там аж вечером купает ребенка. Это тоже убирает вот такие испуги. Таких методов хватает. В физическом плане, что жизнь человека в оболочке энергетической, то есть если убрать физическое и все телесное, что находится в мире, то останется душа. Считается, что душа, она находится на уровне сердца или на уровне груди, и душа это самое важное, что есть у человека. Сверху над человеком поля высших сил, которые светлые, которые отвечают за то, чтобы у человека происходили хорошие события. Внизу находятся поля темных сил, которые отвечают за то, чтобы у человека были омрачения, там находятся астральные существа, люди, которые были негодяями, которые попали туда в чистилище и так далее. Вот когда у человека по каким-то причинам происходит разрушение энергетического кокона в нижней части его тела, то через эти места в его энергетический кокон проникают вот такие души умерших или голодные духи, потерявшие самоидентификацию, или астральные существа. И как это происходит? Человек живет, и вдруг внезапно в его голове появляется какой-либо негативный разговор. Это может быть голосом чужим, мат, или крик, или ржание лошади, или еще что-то. Самый простой метод, когда человек еще не подвергается внедрению такой энергии. Ясновидящие видят психическое заболевание человека как две огненных точки, или это называется по-другому светящиеся глаза. То есть гарантированно, если у человека светятся красным или светятся как две сигареты глаза, нужно определенным образом просматривать, то человек 100% является человеком психически нездоровым, в нем находятся сущности. Такие сущности убираются. Каким образом? Их нужно выталкивать из себя. То есть, если вы определили, откуда идет разговор, мысленно, а не вслух, нужно эту сущность послать. Сказать, ты не мой голос, ты не мое сознание, пошла ты или пошло ты оттуда. Уши и мочку ушей, то это обозначает верность. В этом и элемент. Вот почему женщинам вставляли в губу тарелку, почему уши прокалывали, это верность. Почему мужчина прокалывает ухо, это тоже верность. Именно поэтому правое ухо это верность служения, левое ухо это верность принятия. То есть допустим, мужчина говорит, я не принимаю сына, вот со словами «теперь будешь любить моего сына», проколите ему левое ухо и вденьте туда сережку, и он будет его обожать, пока будет. Анна Сибанюк, подскажите, можно ли как-то защититься от свекрови, которая постоянно бегает по бабкам-гадалкам? У нас семья уже распалась, а она никак не может успокоиться. На самом деле обычно свекровь, она не разрушает судьбу своим детям, она ее ломает себе. А если бы вы на это не обращали внимания, то и в вашей жизни все было бы хорошо. А так вы создаете элемент, который называется страх. Смотрите, как рвется энергетический кокон человека. Когда человек испугался, в этот момент в коконе появляется дырка.
А когда человек не боится и гордо смеется в сторону этого страха, почему рвется? Потому что происходит, когда человек боится, сжатие происходит. Когда человек радуется, расширение. И когда вот смотрите, я принимаю что-либо, что я делаю? Я говорю, иди, я тебя поцелую. Смотрите, что я сделал с руками? Расширил. Мне говорят, мы хотим денег давать. Давайте. Хочу вас обнять. Давайте. Здоровья вам. Хорошо. Хочу в гости к вам, приходите. Ну вот, видите, что человек делает? Он расширяет. То есть он расширяет свой энергетический кокон. А когда человек говорит, ой, боюсь, боюсь, ой, как страшно, страшно. Видите, что он делает? Жмурится и сжимает руки. То есть его энергетический кокон сжимается. Когда он сжимается, то за счет сжатия, кокон неэластичный, происходит сдвиг по лепесткам энергетического кокона, обычно их у человека 2 или 3, происходят трещины вот в этих местах. Они проходят первый листочек там по левой части тела, второй листочек по правой и третий листочек по передней части. И сзади обычно закрыт листочек. Ну а у колдунов их вообще там 12 есть и 16 и так далее. У обычных людей 2. Обычно сжимающийся энергетический кокон приводит к разрыву на уровне печени с правой стороны, на уровне желудка с левой стороны. Поэтому первые признаки разрушения энергетического кокона — это тяжелые гастриты, либо заболевание сахарного диабета, заболевание печени, дискинезия желчных протоков, желчекаменная болезнь и так далее, заболевание почек, мочекаменная болезнь и так далее. Все это в комплексе является энергетическим страхом, когда человек боится. И что же нужно делать? Не обращать внимания. Вообще говорит, да пошла она, вообще ее не боюсь. Не боитесь и говорите, да ее вообще люблю. Хоть она и смешная. Но точно не бояться. Боитесь-подвержены влиянию. Смотрите, человек боится бизнесом заниматься, у человека страхи, человек боится общаться, человек боится выходить, человек боится заходить. Это все сжимает его. А нужно наоборот, побольше. Человек побольше позитива, побольше радости, побольше счастья, побольше позитива, радости, счастья. И человек расширяет свой энергетический кокон. В него попадают другие люди, в него попадают целые системы, расширяя энергетический эгрегор и так далее, увеличивая ментал свой и так далее. Это все в дальнейшем приводит к тому, что человек становится более успешным. Дочери 10 лет приснилось, что через окно в спальню зашла девочка с рыжими волосами. Со своей мамой через день мужу приснился на кровати ребенок, из-за своей тяжести кровать начала подниматься сбоку. Спасибо вам большое за ответ. Когда снятся дети, то это всегда в дорогу. Когда снятся дети, если снятся рыжие волосы, это очень хороший сон, это к богатой жизни. Волосы — это жизнь богатая. В случае, если пришла со своей мамой, то это кармически, это значит передается ей за что-то вот судьба родственников, которые, видимо, были тоже богатыми. Если ребенок приснился и тяжесть такая началась, это говорит о том, что будет дорога будет такая тяжелая, наверное, основательная, но нужная. Это может быть еще хорошим, это может быть еще отдачей долгов, если дети маленькие снятся. Если дети маленькие снятся красивые, розовые, тяжелые, большие и так далее, то это к теплым отношениям, к любви, крепкой любви, к влюбленности и так далее. Берете медную копейку, берете обычный молоток, берете, ставите на одну шишку ноги, там где деформации, мягко ударяете молоточком. Потом на другую ногу ставите, там где есть деформация стопы, и ударяете еще раз молоточком. Не сильно. Это не физическое упражнение, а эзотерическое. После этого такую медную монетку на перекрестке закапываете и дальше живете. Считается, что на протяжении 4-7-9 месяцев после того, когда монетка хоронится на перекрестке, проблема с деформацией стопы или с вот такой вальгусной деформацией исчезает.